Что будет, если соединить гоголевскую чертовщину, деревенский юмор, сатиру Салтыкова-Щедрина и яркую живопись? Тогда получится творчество Владимира Чумакова-Орлеанского, художника, чьи картины заставляют сначала улыбнуться, а потом внимательно всматриваться в детали. Его герои словно сошли со страниц русской классики: хитроватые мужички, бойкие деревенские красавицы, гуляки, мечтатели и философы с самогоном в руках. За внешней веселостью его работ скрывается тонкое наблюдение за человеческими характерами, а каждая картина превращается в небольшой рассказ с неожиданной развязкой. Добро пожаловать на наш канал! Если вам интересна живопись, подписывайтесь, ставьте лайк и делитесь своим мнением в комментариях. А если хотите поддержать канал, нажимайте супер спасибо и кнопку хайп, она помогает продвигать видео и знакомить с искусством еще больше людей. Спасибо, что вы здесь. Владимир Чумаков-Орлеанский. Художник, который превратил деревенскую жизнь в увлекательный роман. В современном искусстве редко встретишь художника, который сумел бы создать собственный узнаваемый мир. Владимир Чумаков-Орлеанский относится именно к таким мастерам. Его полотна невозможно спутать с работами других авторов. Стоит лишь взглянуть на его персонажей, как становится понятно, перед зрителем не просто жанровая живопись, а целая вселенная, наполненная юмором, иронией и любовью к русскому характеру. Детство и первые шаги в искусстве. Владимир Чумаков-Орлеанский родился в Москве в 1962 году. Интерес к искусству проявился у него довольно рано. Первые серьезные навыки будущий художник получил в архитектурном классе Московской школы номер 50 Дзержинского района. Однако его юность была связана не только с живописью. В школьные годы он успевал совмещать обучение с музыкальной деятельностью. Чумаков-Орлеанский выступал в качестве вокалиста в вокально-инструментальном ансамбле «Пив», который существовал при Доме культуры поселка Апалиха в Красногорском районе Московской области. Музыкальная карьера оказалась недолгой. В 1980 году молодого человека призвали в советскую армию. Службу он проходил в автомобильном батальоне Московского военного округа и демобилизовался в 1982 году. Любопытно, что его военно-учетная специальность звучала весьма необычно – стрелок-художник. Учеба и поиск своего пути. После армии Чумаков-Орлеанский продолжил образование. В 1986 году получил диплом художника-оформителя, а спустя 5 лет стал дипломированным дизайнером интерьеров. Еще во время учебы он вступил в Союз дизайнеров СССР, а позднее стал членом Союза дизайнеров Российской Федерации. Казалось бы, профессиональный путь был определен. Но начало 1990-х оказалось непростым временем для многих творческих людей. В условиях экономических перемен художнику пришлось искать различные способы заработка. В какой-то момент он даже работал истопником на железной дороге. Однако творческую деятельность не оставлял никогда. Работа в дизайне и иллюстрации. В первой половине 1990-х годов Владимир Чумаков-Орлеанский успел попробовать себя в самых разных направлениях. Он работал художником-оформителем Московского дворца молодежи, дизайнером в АО «МММ», главным художником журнала «Ювелир», художником-иллюстратором издательства «Махаон», дизайнером компании «Фаберлик», специалистом по трехмерной графике. Такой разнообразный опыт заметно повлиял на его дальнейшее творчество. Именно поэтому многие его картины обладают почти театральной постановочностью, тщательно выстроенной композицией и вниманием к мельчайшим деталям. Философский период. В свободное время художник активно занимался станковой живописью. Его ранние работы были далеки от тех веселых деревенских сцен, которые впоследствии принесли ему известность. В 1990-е годы Чумаков-Орлеанский пытался перевести на язык живописи философские идеи Платона, Гегеля, Тейяра де Шардена, Павла Флоренского и других мыслителей. Это был период творческих экспериментов и серьезных размышлений. Однако широкого коммерческого успеха подобные работы не получили. Художнику удалось продать лишь несколько полотен. Тем не менее, этот этап оказался важным. Он научил автора искать скрытые смыслы и строить многослойные художественные образы. Обретение собственного стиля.
Переломным моментом стал 1996 год, когда Владимир Чумаков-Орлеанский вступил в объединение независимых художников возле Центрального дома художника в Москве. Именно тогда он нашел тему, которая сделала его узнаваемым. Художник обратился к жанровым сценам русской деревенской жизни. Но это были необычные бытовые зарисовки. Его картины напоминают одновременно иллюстрации к произведениям Гоголя, юмористические рассказы Зощенко, сатиру Салтыкова-Щедрина, народные анекдоты и кадры из фильма «Свадьба в Малиновке». Каждая работа представляет собой маленький спектакль, где зрителю предлагается самому разгадать происходящее. Почему картины Чумакова-Орлеанского так популярны? На первый взгляд кажется, что художник просто изображает веселые деревенские сценки. Но стоит задержать взгляд подольше, как открываются многочисленные детали. Здесь кто-то пытается ухаживать за соседкой. Там хитрый мужичок придумал очередную авантюру. Где-то старушки обсуждают последние деревенские новости, а в другом углу картины разыгрывается целая комедия человеческих слабостей. Главное достоинство художника заключается в том, что он никогда не осуждает своих персонажей. Даже если герой злоупотребляет алкоголем или ведет себя нелепо, автор смотрит на него с добродушной улыбкой. Именно поэтому персонажи Чумакова-Орлеанского кажутся зрителям удивительно живыми и близкими. Мир, наполненный светом и юмором. Особое внимание художник уделяет цвету. Его деревня никогда не выглядит серой или безрадостной. На полотнах сияют яркие краски. Цветущая сирень, золотистые закаты, праздничные наряды, солнечные дворы, зеленые сады. Даже когда художник говорит о человеческих недостатках, он делает это с мягкой иронией. Его юмор не злой и не унизительный. Он скорее напоминает улыбку человека, который слишком хорошо знает жизнь и понимает, что идеальных людей не существует. Выставки и международное признание. В 2006 году художник присоединился к проекту Russian Art Week. Его работы стали активно участвовать в российских и международных выставках. Картины экспонировались в Москве, Дании, Германии и многих других городах. В 2008 году Чумаков-Орлеанский стал лауреатом премии имени Джованни Баттисты Морони за сохранение и развитие живописных традиций. Позднее его работы начали регулярно выставляться в галереях Амстердама, Берлина, Парижа и других европейских городов. Сегодня произведения художника находятся в частных коллекциях России, Европы, США и Китая. Художник между прошлым и настоящим. Удивительная особенность Владимира Чумакова-Орлеанского заключается в том, что он пишет о прошлом так, будто сам жил среди своих героев. Его персонажи выглядят абсолютно естественными. Кажется, что художник лично знаком с каждым из них. Возможно, именно поэтому зрители так охотно возвращаются к его работам. Они узнают в этих героях своих соседей, родственников, знакомых и даже самих себя. И Владимир Чумаков-Орлеанский сумел сделать то, что удается немногим современным художникам – создать собственный, узнаваемый художественный мир. Его картины наполнены юмором, народной мудростью, легкой сатирой и любовью к человеку со всеми его слабостями. Это искусство, которое одновременно развлекает, заставляет задуматься и дарит хорошее настроение. Неудивительно, что работы художника часто сравнивают с произведениями Гоголя. Ведь и там, и здесь, за смешными историями, скрывается очень точное понимание человеческой природы. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вам был интересен этот ролик, поддержите его лайком и подпиской на канал. До встречи в следующем видео.